договорились на 10. 10 как дурак пришел только я один. И не успел я эти слова вымолвить, как вдруг откуда ни возьмись из-под земли карета. Мое почтение. А давай подснимем, как будто не я тебя за кофе послал, ты сама такая инициатива пройти. Ой, Ир, ты такая заботливая. Спасибо, спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Да, интеллигенты и алкоголики. Хорошее путешествие начинается с хорошего Асканели. Ау! Там кого-то прибило сверху. По дороге не хочу. Так. Пошла руда. Вам не предлагаем, да, Игорь? Давайте, понеслась. А что случилось? Воскресенье сегодня. Вопросу о том, что качество сервиса очень сильно изменилось в Грузии в последний год. Много заправок поменялись на Гульф и Висол. И при каждой заправке появился уже хороший магазинчик, то есть где можно купить хот-доги, кофе и все остальное. И все это выглядит достаточно благопристойно, чистенько и аккуратненько. Здесь есть мини-маркет и, соответственно, вот такая касса для оплаты. И туалет, что самое главное, чистый и бесплатный. Самые православные хот-доги на Гульфе. Так, культурная программа началась. Мы приехали на Наколакеве, это древний город. В Наколакеве я пытался пробиться сразу после пандемии, но приехали мы тогда слишком рано. Это было с гидом по имени Александр, который очень уверенно рассказывал на камеру что-то про древнюю Албанию, чем поразил под видео бесчисленное количество гневных комментариев от грузинов, потому что никаких древних албанцев в тех краях никто и не слышал. В этот раз старый город был открыт, и за скромную плату в 10 лари нас пустили посмотреть на то, что осталось от одного из древнейших торговых постов Грузии. Осталось не очень много, пара осадных колымак, местами облагороженное пространство с обломками и пару новопостроенных зданий внутри. Как выяснилось, там еще и нельзя летать на дроне, но наш еж птица гордая, мы его пнули, он полетел. Самое интересное в Наколакеве, конечно же, находится под самим городом, и вход туда совершенно бесплатный. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes. Говорят, эта камера влагостойкая. Сейчас мы возьмем и, наверное, это проверим. Или не станем. О, здесь вода смешивается холодная с горячей, и получается, что вот тут люди принимают ванны, а здесь они охлаждаются. А вон там сзади нас кипящий источник, откуда поступает горячая вода. Как я уже сказал, самая интересная часть Наколакеве находится внизу на речке Тыхура. Я уже бывал здесь. В целом, самое увлекательное из того, что тут можно делать, это мастерить спа из грязи и веток, а еще играть со смертью в горной речке. Течение у Тыхуры не шуточное, она может протащить попой по камням, но это никого не останавливает. Самое веселое — это посреди жары, а погода стояла экстремально горячая, плюхнуться в эту ледяную воду и прокувыркаться метров 50. Главное смотреть в оба и не залететь под одну из лодок, на которых активно сплавляются туристы, а то можно запросто получить веслом по какому-нибудь интересному месту. Тыхура известна своими горячими сероводородными источниками, которые, смешиваясь с ледяной водой, превращают в природную спа-зону ее, поэтому у берега спокойно принимают теплые полезные ванны пенсионеры и другие приравненные к ним слои населения. Разбивать бивуак у Тыхуры летом непросто, но места в целом хватает всем. Однако наш путь лежал дальше, самая сочная красота ждала нас где-то впереди, поэтому, перехватив пару бутылочек пива с чипсами, мы тронулись дальше. Ну, тогда. А, это Женя тебя толкнула. А по версии Жени, это ты по ней проехался. Не, она меня сбила с ног, и я на нее упал. Народу тут тьма просто. Больше, чем на море. Речка обалденная. Просто прохладненькая, да, такая? А? Бодрящая. Да. Первый ход был у меня, когда
Так, а так уже потом пошло-поехало. Machine gun черды, Ротсагет виме, Шрамадан из Ротсагет виме, Machine gun черды. Ну, давай говори, я свое отстоял, отбоялся. Я мать троих детей, пожалуйста, не везите меня по этой дороге. Слушай, хочешь красивый водопад, немножко придется испугаться. Наконец мы добрались до Балды. До балды. В общем, приехали на место. Здесь я впервые чуть не загубил свой первый дрон, звали его Вжик, и был он очень любопытный. Любопытство завело его в крону дерева над водой, чтобы дойти до него, я исполнял на скользких камнях речки такие эквилибристические трюки, что сборная Грузии по гимнастике должна была аплодировать мне стоя. Народу на Балде стало больше с прошлого раза, то и дело выгружались группы туристов и туристиков. Вовсю сновали оборотистые местные, мед, вино, чача, хурма, пиво, речка, бадминтон. Все было в полном соответствии с классической программой. Но мы были здесь не за этим, хотя, по правде сказать, ради мяса, которое готовит Игорь, я был готов забраться и гораздо дальше. Смертельный номер, контакт со стихией в золотой час. Прости, Господи. Я слишком стар для всего этого, конечно, но чего только не сделаешь для того, чтобы передать максимум эмоций от происходящего. Со своими русалками. Доброволец из зрительного зала, прошу вас. Прошу. Исключительно ради красивых кадров. Только чтобы не... Давай, я... Это было очень мудро. Подсунуть вместо себя луку. Блин, придется идти. Давай, давай, давай. Прям сделай это. Ну заходи, да. Я не могу там. Пойми. А что случилось? А что-то случилось? Пока мангально-разжигальные дела подводили нас к неминуемому празднику живота, а пивная фиеста заставляла верить в свои силы чуть больше, чем они того заслуживали, мы решили искупаться под струями водопада. Если я говорил, что вода в Техуре была холодной, то я признаю, что я был неправ. На фоне Балды Техура оказалась теплой соленой речушкой. Занырнуть с головой никто из нас так и не решился, хотя по наблюдениям русалки из водопада не вылезали минут по 20, пока не отснимут полноценную фотосессию для Инстаграма. Всегда поражался, на что только не способна девушка ради того, что считают красивым и эстетичным. Игорь в этот день изобразил потрясающий куриный шашлык, свежайшую восхитительную форель с горными травами и даже сдобрил все это порцией домашнего медовика. Это было захватывающее гастрономическое и эстетическое путешествие, и я категорически рекомендую его повторять, особенно если вас занесло в Грузию в жаркое время года. В старые добрые времена алкоголь охлаждали исключительно в горных реках. Собственно, здесь старые добрые времена. Извиняюсь, я имел в виду, что, о боже мой, какой конфуз. В общем, они здесь еще не закончились.
Писки, визги, охи, вздохи и другие эмоциональные хлюпы гарантированы до, во время и после самой поездки. Отстреляв десяток золотых кадров во время золотого часа, мы, сытые, пьяные и бесконечно довольные жизнью, отправились домой. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся на море.